Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Сегодня, как я и обещала, будет видео про подготовку к марафону. Вы что, не знаете? 1 ноября начинается марафон. Ведь до Нового года осталось всего 2 месяца, и мы с вами можем использовать эти 2 месяца эффективно, избавиться от лишнего жира, а самое главное и важное – наладить наше пищевое поведение. Итак, начинаем подготовку. Я сегодня уже начала. Кто смотрит Инстаграм, кто подписан, уже знает, что мы были в магазине и покупали необходимые продукты для того, чтобы снимать практические видео, что можно вкусно, разнообразно питаться и при этом снижать свой вес. Итак, что нам понадобится для марафона? Перед тем, как перечислить все, что нужно, отвечу, что марафон абсолютно бесплатный. Это очень важно, потому что было очень много вопросов, что марафон платный или нет. На самом деле марафон абсолютно бесплатный, поэтому этот вопрос у нас с вами закрыт. Следующий момент. Вы еще спрашивали про соревновательный какой-то элемент или еще что-то, да? Вот. Я сразу хочу сказать, что никакого соревновательного элемента не будет, и он на самом деле не нужен для того, чтобы наладить пищевое поведение, чтобы себя хорошо чувствовать, потому что нужно соревноваться не с кем-то, и это очень важно, про это я очень часто говорю, а нужно разобраться именно со своими проблемами. И все мы разные, у всех разное состояние здоровья, про это я очень много говорю. И тут соревновательный элемент может только повредить, потому что кому-то нужно больше времени, кто-то получит первые результаты быстрее, и для многих людей, которые действительно, да, все делают правильно, прилагают усилия, но еще пока не увидели цифрок на весах, это может быть моментом демотивации, а я этого совсем не хочу. Итак, что нам понадобится для марафона? Первое – рассчитать свой индекс массы тела. Это сделать очень просто. Вы можете в Google, Яндекс, любую поисковую систему, которой вы пользуетесь, запросить калькулятор индекса массы тела, рассчитать бесплатно, и вы это все сделаете. И калькулятор вам, когда рассчитает ваш индекс массы тела, уже сразу покажет, здоровый у вас вес, или у вас есть там лишний вес, или уже даже ожирение. Дальше с теми цифрами, вдруг, которые у вас появились лишнего веса, да, там напишут, что у вас вес больше нормального там на 20, 15, 30, у всех разные цифры, килограммов. Вы полученную цифру лишнего, подчеркиваю, веса делите на 2. И вот та цифра, вот, допустим, у вас 16 лишних килограмм. Делите на 2, значит, за 8 месяцев комфортного, безопасного для вашего здоровья вы, скорее всего, расстанетесь с этим лишним весом, а может быть даже быстрее. Тут все индивидуально. Дальше, что нам понадобится? Это тетрадь или блокнот. Я пишу везде. У меня сейчас вот такая тетрадь взяла у дочки. Пишу в ней сценарии. Так что неважно что, главное, чтобы было либо тетрадь, либо блокнот. Это важно для вас. Вот. Ну, конечно, нужна ручка, фломастер, карандаш, все, что вам удобно. Еще нам нужен листочек чистый формата А4. Его мы будем вешать на холодильник. Для чего? Мы на нем ничего плохого писать не будем. Я знаю вот эти вот дурацкие советы, такие фотографии вешать, ничего этого мы делать не будем. Мы на этом листке будем писать ваши достижения. Съела яблоко, умница, пишем на листочек. И каждый раз, когда что-то будет хотеться не то, ваши достижения будут вас ждать, и с ними, правда, не захочется расставаться. Дальше. Продукты, я их сейчас не буду перечислять, потому что это, ну, просто список обычных, самых доступных большинству людей продуктов. Список будет в описании под этим видео, вы его сможете распечатать, либо открыть просто ссылку в телефоне и в магазине что-то купить, возможно, что-то у вас есть, что-то вы замените, потому что, допустим, у вас какие-то особенности здоровья, и вы не можете те или иные продукты употреблять. Тут все индивидуально, это общий такой список, вот тут уже что вам подходит, то вы и будете использовать. Список достаточно большой. Я начала писать один ряд, в итоге у меня получилось целых 3 ряда. Так что продуктов будет много, а значит, питание наше с вами будет разнообразное. Следующее, с чем нам нужно разобраться. Важная составляющая нашего здоровья и хорошего самочувствия – это она. H2O, вода. Поэтому нам ее нужно начать пить.
Разные есть варианты того, как это сделать. И, конечно же, мы все разные люди, поэтому вам нужно подготовиться к этому. Скачайте себе приложение с напоминалкой на телефон. Либо купите себе красивый графин, либо он у вас есть, приготовьте его, либо вы купите себе фильтр, купите себе красивую бутылку или просто оставьте 1,5-литровую, приготовьте стакан, в который вы постоянно будете наливать воду, купите пачку хорошего листового зеленого чая, лимончик, чтобы можно было, когда не хочется воды, выпить зеленого чая, это тоже уже будет результат. Дальше, что еще нас тревожит, особенно в начале похудения? Это, конечно, голод не по плану. И для этого голод терпеть – это плохая идея, поэтому мы с вами будем перекусывать. И для перекусов нужно приготовить следующие продукты. Выбрать те, которые больше нравятся вам, или те, которые для вас доступнее. Перекус – это творог, причем творог жирности хотя бы 5% или 9%. Дальше это фрукты. Фрукты нужно обязательно запивать водой. Это любые вообще фрукты, которые вам нравятся, которые вы любите, которые вам доступны. Салаты из овощей. Сейчас осень, скажете вы. Да, и салаты из морковки, салаты из капусты, свеклы, тыквы и так далее отлично подходят. Дальше. Белый йогурт, то есть йогурт без добавок, это может быть йогурт, который белый вы купили в магазине, это может быть домашний йогурт, простокваша, в общем, любая кисломолочка, кефир, все что угодно отлично подходит. Дальше это орехи, сухофрукты, это тоже замечательные варианты перекуса, и вам нужно все это дело приготовить, чтобы когда вдруг что-то где-то зашевелиться внутри вас, у вас был, так скажем, на это шевеление здоровый ответ. Следующий момент, что еще всем нам нужно, это помощь и поддержка. Потому что дело-то серьезное, если мы хотим не сесть на какую-то очередную диету, а действительно разобраться с проблемами в пищевом поведении, сниму кепку, а то что-то от нее тень. Наладить свою жизнь и в том числе свое питание, тут нам нужна помощь. И это хорошо просить помощь. Это поведение взрослого человека. Это сильное действие, потому что, да, это сложно сказать, ты знаешь, у меня проблемы и мне нужна твоя помощь, потому что всем хочется со стороны, это абсолютно тоже нормально в нашей людской природе, всем со стороны хочется казаться успешными, независимыми, и то, что трескать 8 пончиков, это ваш личный взрослый выбор. Я так делала раньше. Оказалось, мне просто нужна была помощь. Итак, где взять помощь? Естественно, обратиться к ближнему своему, так скажем, совсем фактически, обратиться к вашему мужу, бойфренду, партнеру. Если вдруг вы не находите от него помощи, либо еще не находите, то обратиться к человеку, которому вы доверяете, с которым вы можете поделиться таким личным моментом. Это мама, сестра, подруга, коллега по работе. Если вдруг по всем этим пунктам у вас проблемы вы не имеете, такое тоже на самом деле бывает, человек, которому вы можете доверить такую проблему, то ничто не пропало. У нас есть огромное, более 4000 человек сообщество Viber, где люди, где женщины с такими же точно проблемами, и это сообщество замечательно работает. Если что, тогда добавляйтесь. Ссылка на сообщество Viber, на Instagram, на наш второй канал. Все это находится в закрепленном комментарии под видео. Не забывайте про это. Если вдруг не можете добавиться в сообщество, напишите мне в Instagram, напишите комментарий, и я вам, как только увижу, постараюсь скинуть ссылку. Дальше. Это все, конечно, хорошо готовится, но мы же хотим чего? Мы хотим результата, и нам как-то этот результат нужно отследить, что у нас этот самый результат есть. Поэтому по-прежнему предлагаю не взвешиваться, это дурная затея, и это то, что нас возвращает на те моменты, когда мы пытались снижать свой вес с помощью диет. Я предлагаю
вариант альтернативный. Это сантиметровая лента, с помощью которой вы сможете замерить ваши объемы. Либо, как еще один из вариантов, это просто какой-то комплект одежды. Возможно, это джинсы и футболка, лосины, футболка, юбка, платье. В общем, какая-то одежда, которая вам долгое время была в пору, но уже после лета, какого-то суперактивного отдыха или еще чего-то не подходит вам по размеру. И, соответственно, одевая эту одежду, вы поймете, что вам стало свободнее, какие-то складочки на этой одежде ушли, либо используйте просто сантиметровую ленту. Измеряться можно максимум, самое частое, раз в неделю. Чаще измеряться не нужно. Вот. Теперь самое главное, потому что под вчерашним видео было много комментариев, что же нужно для того, чтобы участвовать в марафоне? Позитивный настрой. Я хочу, чтобы вы об этом думали, потому что кто бы мне сказал 3 года назад, что я похудею на 55 килограммов, я бы, конечно, обиделась на этого человека, потому что, честно, это нереально. Я именно так думала. Но дорогу осилит идущий. Поэтому для того, чтобы провести марафон, нужны мне вы. И вы сами нужны себе. И еще, конечно, нам всем, для чего бы то ни было в жизни, тем более для такого серьезного дела, как налаживание пищевого поведения, нужен позитивный настрой. И он не должен быть таким, что я возьму себя в руки, я буду держать себя там в ежовых рукавицах и так далее. Нет, настрой должен быть такой. Я буду продолжать. Еще раз, дорогу осилит идущий, и у меня получится, потому что получилось у Марии, получилось у Сергея, получилось у огромного количества людей, значит, получится и у вас, потому что мы все вместе, и мы на самом деле огромная сила. Теперь, я думаю, вы знаете, что нужно для того, чтобы участвовать в марафоне. Напоминаю, он стартует, мы с вами стартуем 1 ноября. Если у вас остались еще какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях под видео, и я постараюсь на них ответить. И в этом марафоне, для тех, кто смотрел и участвовал в первом и получил классные результаты, в этом марафоне, благодаря тому, что моя левая рука не сломана, будет больше практики. Потому что очень много все равно вопросов поступает, что моя семья не хочет есть здоровую еду, потому что многие думают, что это что-то невкусное, пресное и так далее. На самом деле это не так, поэтому мы с вами будем готовить очень вкусное, очень разнообразное, ну и, конечно же, здоровое меню. Если это видео было для вас полезным, если вы получили заряд позитива и решили принять участие наконец-то в марафоне и встретить 2021 год уже немного измененными, поставьте, пожалуйста, лайк, оцените нашу работу, подписывайтесь на канал. Если вы до сих пор этого не сделали, делитесь этим видео в сетях, чтобы как можно больше людей смогло принять участие в марафоне и расстаться с лишними килограммами. На этом я должна закончить говорить, потому что я очень воодушевлена перед марафоном и надеюсь искренне, что мое воодушевление передастся и вам. Если это так, пишите об этом в комментариях. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, берегите себя. Ну и, конечно, участвуйте в марафоне.